Болезнь, о которой расскажет нам сегодняшний выпуск, по праву можно назвать расплатой человечества за умение ходить на двух ногах. Геморрой. Причины, симптомы и методы лечения. Здравствуйте, мои хорошие! Геморрой – это варикозное расширение вен прямой кишки в области анального отверстия. Свое название данная болезнь получила от двух греческих слов – гайма – кровь и реу – теку. А в современном мире геморрой можно по праву назвать одним из самых распространенных заболеваний. От его проявлений в среднем мучаются более 10% взрослого населения. Если на улице случайным образом остановить 10 человек зрелого возраста, то среди них найдется только 2 счастливчиков, которых никогда не посещал этот недуг. Первые упоминания о геморрое относят к временам Древнего Египта и Вавилона. Это свидетельствует о том, что данная патология идет с человечеством рука об руку с незапамятных времен. Геморрою подвержены в равной степени как мужчины, так и женщины. В основе его развития лежит усиленный приток или недостаточный отток крови из вен малого таза и венозных сплетений прямой кишки, что приводит к возникновению застойных явлений. К основным причинам возникновения геморроя относят стойкие запоры или частая диарея, злоупотребление слабительными и клизмами, неправильное питание, практикование диет, бедных клетчаткой или чрезмерная любовь к острой пище, анальный секс, избыточный вес, возраст 50 лет и старше, профессии, связанные с сидячей работой, шофер, летчик, программист, бухгалтер и так далее, воспалительные заболевания кишечника и новообразования в пищеварительной системе, наследственность, малоподвижный образ жизни. Слабый пол чаще всего сталкивается с геморроем во время беременности, когда давление плода и гормональные изменения в организме вызывают увеличение геморроидальных сосудов. Образование геморроя после естественных родов наблюдается чрезвычайно часто, даже у молодых женщин, рожавших в первый раз. Признаки геморроя могут различаться в зависимости от клинического течения, формы и стадии развития. По течению различают острый и хронический геморрой, по форме – наружный и внутренний. Хроническое развитие заболевания – наиболее частый вариант. Для начальной стадии болезни характерно незначительное увеличение вен в области анального отверстия, что, как правило, практически невозможно заметить самому. Единственным видимым симптомом этой стадии может быть незначительное кровотечение при дефекации, которое можно определить по наличию кровавого отпечатка на туалетной бумаге. Постепенно заболевание прогрессирует. На второй стадии больной начинает испытывать чувство дискомфорта, зуда или ощущение инородного тела в области анального отверстия. Постепенное увеличение геморроидальных узлов приводит к их выпадению из заднего прохода во время акта дефекации, по окончании которого узлы вправляются назад самостоятельно. На третьей стадии болезни продолжается усиление уже имеющихся симптомов. Выпадающие во время дефекации узлы больному уже приходится вправлять руками. Акт дефекации сопровождается болью и кровотечением, которое зачастую приводит к возникновению малокровия, анемии. А на последней стадии развития геморроя узлы выпадают самостоятельно. При малейшей физической нагрузке, чихании или кашле, а обычный поход в туалет превращается в муку. Больной испытывает постоянные боли в области анального отверстия при ходьбе и даже в положении сидя. Если вы подозреваете у себя это деликатное заболевание, не стесняйтесь обратиться за консультацией к врачу-проктологу, так как геморрой развивается достаточно стремительно, а его успешное терапевтическое лечение возможно только на ранних стадиях болезни. Перед визитом в медицинскую клинику обязательно проведите очищение кишечника с помощью клизмы, так как доктор, помимо внешнего осмотра, для постановки точного диагноза будет проводить пальцевое исследование прямой кишки. Возможно, потребуется аппаратурная диагностика, такая как ректороманоскопия, обследование слизистой оболочки кишечника.
Она заключается в введении полой трубки с окуляром на конце на глубину 30-35 см от заднего прохода. Геморрой первой и второй степени лечит консервативно. Целью такой терапии является снижение притока крови к геморрою. Назначаются препараты, повышающие тонус сосудов и улучшающие микроциркуляцию крови. Местное лечение, в первую очередь, направлено на ликвидацию боли, воспаления и устранение кровоточивости. С этой целью назначаются лекарственные средства в виде мазей, свечей и кремов. Очень хорошо зарекомендовали себя такие препараты, как ректальные свечи проктоглевинол и мазь троксивазин. Важное место в лечении геморроя занимает борьба с хроническими запорами. Предписываются лечебные диеты с повышенным содержанием клетчатки, овощей, фруктов и так далее, а регулярные физические упражнения и прием слабительных препаратов. Не последнее место в лечении геморроя на ранних стадиях занимают пиявки, применение которых снимает венозный застой и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. В случаях, когда консервативное лечение неэффективно или не может быть применено, переходят к малоинвазивным методам лечения, таким как лигирование, перевязка геморроя резиновыми лентами или латексными кольцами, в ходе которого происходит перекрытие кровообращения в геморроидальном узле с последующим его отмиранием. Склеротерапия – введение химического раствора вокруг кровеносных сосудов с целью уменьшения геморроя. Полноценное оперативное вмешательство проводится только в чрезвычайно запущенных случаях и только под общим обезболиванием. Современная медицина научилась полностью излечивать геморрой, но только при помощи и поддержке самого пациента, который неукоснительно должен выполнять ряд жестких правил в ходе лечения. Правильно питаться, исключить из рациона острую и соленую пищу, алкоголь. Есть как можно больше продуктов с высоким содержанием клетчатки. Проводить тщательный личный туалет после каждого акта дефекации. Избегать тяжелого физического труда и сидячего образа жизни. А что делать, если на работе большую часть дня приходится сидеть? В этом случае примите за правило ежечасно устраивать 5-минутные перерывы, заполнить которые стоит ходьбой. Водителям не следует находиться за рулем более 3 часов подряд. Делайте остановки с выходом из кабины, сочетая их с физическими упражнениями. В завершении нашей сегодняшней беседы интересный факт. У животных, даже таких близких к человеку, как обезьяны, геморрой никогда не встречается. А объясняется это достаточно просто. Умение человека ходить на 2 ногах дало нам не только преимущество над другими живыми видами, но и наградило рядом болезней, в число которых и входит геморрой. И именно прямохождение ответственно за застой крови в венах нижней части туловища, в том числе и в венах прямой кишки. Что, как мы узнали сегодня, является прямой причиной развития этого деликатного недуга. Совсем недавно открылась официальная группа канала «Доктор по соседству». Здесь можно найти море нужной и полезной информации о здоровье, последние новости медицины и все самое загадочное, связанное с человеческим организмом. Заходите, смотрите. Кто еще не вступил, вступайте. Ссылка на группу будет в описании под этим видео. Не болейте, подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте. Здоровья вам!